Здравствуйте, мои дорогие! Мы снова в Сибири. Минус 30 – это значит, что начинается новый гоночный сезон, который мы проведем в новом формате. Будем рассказывать не только про соревнования, но и про те уникальные личности, которые создают атмосферу этой гонки. И именно то, почему, единожды приехав сюда, хочется вернуться снова и снова. Здесь сразу же переложился, машину переложил, и он отсюда пошел уже на угле. Сюда доехал, и машина сама его сюда везет, понимаешь? Таня с Карабагаров так ехал, яркий пример. А вы прокатали вот это место, понимаете? Вот сюда вы едете все, что на тренировке, что из раза в раз едете, потому что туда удобно ехать от того, что у вас здесь проблема. Я вам рекомендации свои даю. Облизываем всю шпильку полностью. Отсюда все это отлично едет. Парни, вот здесь большая проблема у многих случается, вот в этом участке тоже рекомендация вам. Здесь нужно проходить, и в этом участке нужно еще добавить угла, чтобы не улететь в этот снег, понимаете? И тогда машина спокойно под газом проезжает на контроле. Потом вы спрашиваете, что-то мне баллов мало, что я к валу не пошел. Так ты не сделал ничего для того, чтобы к валу пройти. Люди обретают крылья. Ну а первым героем будет Эдуард Гурский из города-героя Боготола. Меня зовут Эдуард Гурский, живу я в городе Боготоле, участвую в самом крутом чемпионате зимнем в Красноярске. Мне 28 лет. Я занимаюсь дрифтом, наверное, лет 8, если не брать только чемпионаты. В чемпионатах, наверное, полноценно лет 5 уже езжу. Машина ВАЗ-2102, максимально простая, двигатель 1.8, подкинули распредвальчик небольшой, а остальное все сток. Все абсолютно бюджетно, никаких нету вкладов каких-то больших. Пластиковые крылья, капот. Бамперов нету, потому что их уже не найти в нормальном состоянии. И все по-деревенски, по-простому. Ну, чуть-чуть еще мостик сместили на 3,5 где-то сантиметра вперед, чтобы добавить зацепу. Но не знаем, помогло ли нам ли это или нет, но надеемся, что помогло. Лет 7 назад, вот, когда только начал увлекаться, тут начали выходить видео, говорит, без блокировки дисковой вообще никуда. Я набрал в интернете первую попавшуюся, купил ее просто, поставил. И вот по сей день я на ней езжу, и я думаю, что она, если развалится у меня, а я, может, заварку поставлю и поеду, потому что, как показывает практика, эта блокировка, ну, как бы сильно не дает. Ну, может, чуть-чуть дает, но можно ехать и без нее. Значит, как я езжу? Включаю иногда вторую на разгоне, смотря с кем еду, а иногда третью, и просто ее не выключаю, не играю с ничем, ни коробкой, чтобы не сломать. У меня просто все супер надежно и без приключений к езде на финиш. То есть я никак не попаду в передачу, потому что их не переключаю, потому что и так все нормально получается. Все снял, потом скинешь. И все, блядь, спать. Ну что там, волшебные технологии есть, нет? 5-летней давности. У меня вообще просто панара. Похуй, хую вообще, блядь. Одинаково работает. Вообще похую, блядь, меньше головника надо. Я вот туда что понял? Разгоняться просто надо учиться. Вот эту телеметрию повесил и дрочусь на корабле себя сам проверяю. Проехался, попробую так. В итоге так. В очко только работает, да? Ты вот как, ты же тоже так гоняешься? Ну, по
ситуация, конечно. Ну, я, видишь, я, короче, с места прям без букса толкаюсь метра два, потом третий раз и туда всё, в очко. И там наверху чуть-чуть газом подыгрываешь, мотор не стрельнет. Такая же тема. Ну и, короче, всегда грузы, хуй грузы. Я же в этом году прям основательно подошел к этой. Купил, блядь, 4 блина, вот таких вот огромных. Не работает. Нихуя. Только хуже сделал, инерцию добавил себе. Все, и пиздец. Самое дорогое, это, наверное, тут пластик. Пластик тут стоит не из-за веса, а из-за того, чтобы машина выглядела всегда более-менее эстетично, потому что пластик, он гнется и возвращается. Если даже какие-то удары, если даже он лопнул, он вернулся обратно. То есть не из-за веса. Единственное, из-за веса только капот. Капот 7, крылья по 3500, 14, задние два крыла по 4, 22. Кузов, но я думаю, 1050 стоит. Сколько насчитал, уже забыл. Ну, пусть будет 80 тысяч. Сидушка 7 тысяч, руль 3000, 90 тысяч. Мотор я покупал за 30 на карбюраторной головке, но пусть будет 50 со всей обслуживанием. Ну, как бы разобрали его, отребилдили. Ну, 150. Ну, если вам еще по кайфу, можете обратить внимание на диски, они стоят 15-20 тысяч. Итого бюджет до 200 тысяч рублей вот этого автомобиля. Вот на первом этапе я, к сожалению, замерз настолько, что вообще не хотел ехать. В этот раз я решил подойти основательно, приехал за 3 дня до основных тренировок, это то есть был вторник. И во вторник разобрал всю машину, все амортизаторы, рулевой редуктор, купил одеяло, утеплился и готов просто сейчас побеждать. Вроде и пока получается, тут ничего вот капотом нету. Аккумулятор стоит сзади, провода вот как раз на это самое утепление не очень смотрятся, конечно, но зато работают и греют мне всю ходовку. Мотор 8-клоп, самый простой, потому что его не надо чинить, его один раз сделал в 5 лет и просто меняй масло, ну и то, если можешь, 2 раза в сезон, а если не можешь, ну и так поживет, на следующий год поменяешь. Я больше склонен к стоку, который не надо думать, что ты приедешь, а у меня там карбюратор засорится, или какие-то фильтры не поставил, или что-то еще, или там влага какая-то в карб попала, или в трамблер какой-то. Все, я приезжаю, знаю, что у меня машина заведется и поедет, и довезет меня до первого места, если я сам, конечно, смогу. Как ты борешься с волнением перед стартом? Я включаю. Ну, слушай, на самом деле волнения нету, так как езжу уже, я не знаю, лет 7, наверное, в соревнованиях, поэтому уже привык к этому. Конечно, главное самое, первую попытку не налажать, тогда начинается волнение. Ну, а так, в общем, как бы никогда вроде проблем с этим не было. Ну, и думаю, сейчас не будет. Эдуард Гурский у нас на трассе. Номер 7. Боготол, команда Эйя Вьядлайо Кюдель. Я научился это выговаривать без запиночек. Скорость невысокая, а постановка прям угол был такой. Видна боготольская самурайская школа.
У нас новый лидер, 98 баллов, Эдуард Гурский. Ну что, рассказывай, это Эдуард Гурский. По-моему, ты впервые у нас в гостях в трансляции, насколько я помню. Рассказывай, как попытка прошла твоя, как изнутри, как это было. Ну, если честно, снутри думал, что чуть-чуть налажал. Ага. И довольно так, не на 98 проехал, думал 95-96. Ну, первая была 95. Ну, и вторая, я думал, тоже будет похуже. Но, видимо, со стороны виднее. Со стороны, там у нас вон там сидит. просто внутри, когда едешь, и кажется, ты столько ошибок сделал, столько коррекций, столько там накосячил, а снаружи этого не видно. Снаружи этого не видно, а значит, грамотно все делаешь. Весь автоспорт, он в целом не может, наверное, быть национальным, если это не гонки на телегах, которые супер доступны. У нас есть гонки на «Жигулях». Вот это национальная движуха. Там Бакамыч посчитал, что в этом году прошло 50 различных чемпионатов. 50 разных. Каждый выход. Да, на каждых выходных их было по 8, и они в каждом городе был свой чемпионат. Даже вот в Красноярске, есть рядом с Красноярском деревня, в которой там какой-нибудь Боготол, знаешь, вот ты не знал такого названия никогда, и знать тебе его не нужно. Боготол, деревня под Красноярском. Живет в ней 30 тысяч человек, это районный центр. Так вот, там есть собственный жиговый чемпионат. И пацаны оттуда приезжают в Красноярск и квалятся в топ-3. Вот это национальный вид спорта. И они все понимают, и жиги хорошие готовят. Живу я в Боготоле, и, собственно, там машину мы эту и делаем. Делаем в обычном автосервисе, где никогда не занимались гонками, сами какие-то решения придумываем, приходим и просто говорим, свари нам вот тут, отрежь вот так. А почему так надо делать? Да, не знаю, потому что мы так захотели. Просто пробуем, что-то делаем. И когда мы приходим, говорим что-то нам сделать, нам говорят, вы что, вы же разобьетесь, это ж вообще ездить не должно. И как вот так, это ж небезопасно. Мы говорим, ты режь, мы сами разберемся и поедем так. Боготол очень маленький город, там как бы с гонками вообще проблемы. Там про спортивные машины вообще не знаю, тем более как их подготавливать. Поэтому мне проще ездить на таких моторах, потому что я приезжаю, и мне там помогут хоть кто-то. А если что-то я уйду куда-то от стока, мне там вообще никто уже не поможет. Остыла моя малышка. Закоплюсь. Они, блядь, эти чуваки приезжали сюда, тут занимали места, блядь. Я на них смотрел, думаю, все, я там же буду обязательно. В общем, вот когда я приезжал, первый полноценный год, когда у меня машина тут стояла, я отлично понимал, как контролировать машину, как ехать первым, ну, то бишь квалификацию. Но парных я вообще не имел представления. И вот тут, проведя год, я понял, как это делается, что надо исправить, что надо в технике своей исправить. И я продал, в то время у меня была шестерка, я ее продал и купил двойку, вот эту. И в первый год я поехал в Кемерово в чемпионат, там занял первое место и поехал в Красноярск. В Красноярске я занял третье место, ну, по итогу чемпионата занимал, ну, то есть все время был на тумбе и как бы там всего, по-моему, в 10 баллов от второго мне не хватило до Дамира. Но как бы когда построил правильную машину, бюджетную, сразу начало все получаться. Аккуратней с Люсечкой, аккуратно. Мне еще гонку завтра побеждать. Крутая тачка, чувак! Порхай как бабочка, жаль, что ты лох. Тройничок устроим. Да, точно. Музыка помогает? Музыка не помогает. Медитируйте, кушайте на лопасит. А я это заделал. Сосульки? Привет.
поехал я, значит, чемпионат DSL, и я за весь сезон стер 4 покрышки. Ну, то есть я покупал всего 2 пары, ездил полсезона на одной паре, потом менял ее. Ездил без прогревов, без вката, просто приезжал на старт, мне говорят, прогревочный круг. Я говорю, мне не надо прогревочный, я не могу, мне не позволяет ситуация. Результат был, если брать этапный, я был первым, постоянно второй, третий, то есть, ну, постоянно в топ-4. По результатам сезона я был третий. Близко ко второму, как всегда у меня это бывает, но третий. Перестал заниматься летним дрифтом тогда, когда убрали серию DSL и объединили это в РДС. Сказали нам, пацаны, РДС бичует, нету там народу, никто не ездит, уровень вообще у вас вот супер уровень. Вы, короче, берите все, собирайтесь и езжайте все в РДС. И я принял решение, что надо уходить с этого DSL и переходить полноценно в чемпионат, чтобы приезжать сюда за 2-3 дня, тренироваться и показывать хоть какой-то результат. А до этого мы приезжали в день гонки, просто катали гонку и уезжали, так как мы не могли себе позволить потренироваться лишний день, у нас просто не было средств на это. Что, цепляк есть? Дай канал гляну. Не, что-то сильно скользко, мне кажется, и по разгону, и по зацепу, особенно в первой дуге, там, блядь, накидали снега до А перед? Перед вроде более-менее, 2,7 у меня там. Сколько? 2,7. Нокаут! Боготольский нокаут. Нокаутировал его в сугроб. А что, он переразогнал его или что? Ну, 4 корпуса ты его разогнал, он поставился позже и убрался за тобой. Проехали, значит, мы топ-32. Без боя прошли дальше. Соперник сам себя нокаутировал, поэтому не было борьбы. Надеюсь, что в 16 будет борьба. Покажем нормальный, достойный заезд. Я считаю, что нашу региональную серию можно проехать, ну, с бюджетом, если взять вместе с машиной, ну, что-то типа 700-800. Ну, это как бы на минималках, но конкурентная машина и с запасом с резиной, я думаю, как бы без проблем. Но если чуть-чуть поджаться, можно и за 500 уехать, и хоть что-то показать. Но, может, не самый лучший результат, но точно достойный. 500 это и машина, и участие, так? Да, как не получится? Вот тут у нас... Ты чё? Получится. У меня выезд на РДС ЗАП просто сотка вот так вот, ничего не делал. Саня, нет, у нас тут другое. У нас как бы, чем вообще у нас тут в Красноярске как? Все приезжают, берут с собой друга. У нас друзья тут на Красном кольце, все друг друга знают. Мы без проблем можем зайти в бокс, починить машину, нам никто этого не запрещает. Протестировать, в любой момент подошел, сказал, выпустите меня, пожалуйста, мне там что-то проверить надо. И без проблем все идут тебе навстречу, как бы выручают, чтобы, ну, не нужна сильно никакая поддержка. То есть, если говорить о минималках, то можно, я думаю, 500-600, хоть с каким-то достойным результатом, но приехать. Конечно, не на чемпионство ехать, но можно поехать. Ну это какая будет машина и сколько колес, примерно? Ну, я думаю, что можно даже взять бюджетный вариант, типа какого-нибудь турика стандартного, дунуть туда, как делал это Седых, там, какую-то полторашку дунуть. Ну, мотор проживет сезон, ну и ладно. Чего они все разбиваются? Я хуёво езжу. Мне всю машину от это самое, всю правую сторону. Опять топ-16 без боя. Надеюсь, топ-8 будет соперник. Хитростей зимой, к сожалению, много. Пользуются все, может даже неосознанно.
Но есть такие ситуации, когда сложно сопернику ехать за тобой. И эти все моменты отрабатываются. Ездим, то есть между собой, говорим, там, где кто кого зарезал, где можно чуть-чуть подсрезать, где что видно, где что не видно. И, в общем, как бы, если не знать вот этих тонкостей и хитростей, сложно побеждать в этом чемпионате. Ты можешь вроде как бы прикататься к остальным, все вроде едут так, а вот соперник, с которым ты поедешь, он чуть вот вывалится не там, а ты привык, что едут все тут. И просто у тебя начнутся из-за этого проблемы, и можешь просто не справиться с этой ситуацией. Поэтому надо изучать обязательно соперника. В остановке в косяках сполз за тебя, вывалился широко, на манже был далеко, в сиську переложился, подъехал корпус. Хоть кто-то, блядь. Молодец, молодец. Отец! Отец! Наверное, с прошлого года приехал ко мне Алексей Гусев. Мы расчистили у себя там озеро и катались. Я его учил. Как бы довольно неплохо. Алексей показывает результаты. Я очень им доволен. Но, правда, как бы, когда берешь к себе кого-то там, ну, на помощь, потом уже ж бросить не можешь в чемпионате. И приходится переживать, болеть. В гонках тоже, там где-то подкрутить, где-то подмочь, как бы, ну, без этого никак. Если назвался груздем, полезай в корзинку. Бесикнись, ряжь, эх, молодежь. Если не дунешь, то не уснешь. Если не выпьешь, то не кипяшь. Если духа мало, не валяшь, не буди в себе зверей, не поймешь. Бесикнись, ряжь, эх, молодежь. Если не дунешь, то не уснешь. Если не выпьешь, то не кипяшь. Цели расставил, но не идешь. Духа мало, не валяшь. Настало мое время, вот и поборолись. Что так преимущество не ебашь. Саня, конечно, тоже молодец. Но Мог бы и лучше. А вот ты видел, что на постановке исполнил? Я вообще испугался. да, я думал, вы убьетесь. Я сейчас так и думал. Ну, он Воткнуть просто хотел, блядь. на метров 15 раньше начал ставить. Да, долгий флип. Да. О, затяжной. Потому что думал? Потому что он думал, что Эдик его переразогнал. С Даней мы знаем, наверное, года 3-4 друг друга, когда они начали приезжать томской бандой, тут по человек 12 просто вылетали на трассу, и тут такое вакханалию такую творили, они просто за заезд, ну, наверное, 102 раза стукались друг об друга, начиная с постановки, просто у них такой прикол был, наверное, кто больше кого стукнет и сильнее. И то есть вот как-то они так ездили, и мы просто тесно начали общаться, поняли, что мы друг друга понимаем с полуслова, то есть он где-то что-то узнает, я где-то что-то узнаю, мы обсудим, какие у нас есть варианты, как поехать. И как бы вот по сей день мы с ним тестируем машины, как бы вдвоем больше понимаем, что делать, потому что он свое мнение, я свое, свой вариант попробуем, другой вариант попробуем, и как-то у нас с полуслова как бы друг друга понимаем. И когда мы встречаемся с Даней, это бывало много раз, мы очень рады. Ну, конечно, если это не ранняя стадия, типа топ-16, даже в топ-8 неохота встречаться. Но бывало и такое. Мы всегда, мы ж на рациях, друг другу говорим, кто как едет, кто как поедем, ну, то есть повторим. И мы говорим, братан, просто везде открывай тебе калитку, пихай мне как можешь. Эти два демона, пиздец просто. Ой, блядь, красавчики вообще.
Он говорит, базару нет, я делаю так же. Мы говорим, блядь, мне вот тут чуть-чуть не нравится. Ты, пожалуйста, давай так не будешь делать. Он говорит, без базара, там я тебе, ну так не буду делать, я тебе там открываю, пихай мне во все, что можешь. И, то есть, соответственно, по-другому так же. И получается просто бомбические заезды. Я всегда от таких заездов сильно кайфую. Бастард 7 10 15 зад бар ешкім ешкімге айтпа астар там это. А где твой план, что все это заработало? Как гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят уже давно. Ментом где-то мартап жёг, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты подобный на неосознанно все делаешь шаг. Где реагенты, чекни глаза. В кармане пятка и 5К, тохта. Подъехал, аккуратно. Кармане пятка и 5К, тохта. ОМТ. Вот это хорошо поставился, четенько. Накрыл. Ой, распрямился что-то. Все, прыгаем. Вообще видно, что они не хотят покоцать тачку. Оба. Итак, у нас заключительные, да, ОМТ. А по квале у них? По квале Эдик 4-й, а Дима 6-й. Так что побеждать. Диме надо побеждать без вариантов, чтобы победить. Чтобы не победить, можно не побеждать. Он сам уехал, да? Сам улетел. Тогда поздравляю. Давай треху на выходе по светофор. 360? Да. Давай. Евгений Лосев спрятался от камеры. Тебя, походу, просто ОМТ Не. Я, короче, ставлюсь, такой, она такая нормальная, потом, и она заглохла. Да ну на. Да, я бык, и вот бык, и она так, короче, и не поехала. И все, я туда скатился. Ну ё-моё. Придется подклепать. Ласточку погнул. Первая командная, первая личная, третья личная. Но самый главный победитель тут, конечно же, я. Не забывайте про это. Ты еще вчера Поэтому победил. ты сегодня проставляешься. Я уже проставился. Прославился. Прославился. Ну налив, держись. Вот фартануло те, что я ушел. Как щенка вот. Давай, я готов. Третье место Александр Андриади. Второе место Дмитрий Ермохин и победитель Эдуард Гурский. Академик, профессор и... Я бы всем порекомендовал приехать сюда. Просто тут такой опыт, настолько люди открытые все. К любому подходишь, все говорят, подсказывают. Как бы вообще тут ничего нету в этом. Просто приезжаешь, берешь машину. Если нет возможности сюда привезти свою машину, если очень издалека, берете в аренду машину, катаетесь, тратите на это, ну, за уикенд там 50-60 тысяч рублей. Это, ну, на самом деле не столько много, сколько получите опыта и эмоций. И в дальнейшем вам это пригодится. Те, кто приезжают с Запада, сюда, они как бы, у вас так, а что, надо было так делать, а у нас совсем все по-другому. И то есть мы всем рассказываем, показываем, как это делается, ну, все хитрости, тонкости, и люди начинают показывать какие-то результаты и понимать, в чем дело вообще происходит. Эдик,
Это музыкальная композиция для тебя. Костян. В Сибири очень много интересных персонажей. И я рад, что именно некоторые сильные ребята из этих, так сказать, составляют мне компанию в нашей команде. И я думаю, что всем будет интересно погрузиться немножечко в этот мир глубже. Сегодня мы познакомились с Эдуардом Гурским, и я думаю, что нас еще впереди ждут интересные персонажи. Оставайтесь с нами, следите за нашей командой, подписывайтесь, ставьте лайки. И да пребудет с вами дрифт.